Приветствую на своем канале. Сегодня будет видео посвящено трем тенденциям в моделизме, которые широко распространены, но от которых лично я советовал бы отказаться. Знаете, вот бывает, как и вот в автомобильной промышленности, есть тенденции, есть автомобильные тренды, которые повсеместно используются, которые просто везде, которые вызывают, как минимум, недопонимание. Например, фейковые выхлопы на автомобилях. Это вызывает ничего, кроме улыбки, насмешки вызывать не может. Экраны на всю панель тоже уже на них смотришь, они просто уже везде появляются. То есть эффект новизны прошел, оно стало повсеместным, это стало достаточно спорным решением, эффекта от него меньше, вернее, пользы от него меньше, чем негатива. В общем, вот такая вот история. Эти так называемые три тренда в моделизме, либо три тенденции, это сугубо мои ощущения, это то, что я для себя отметил, находясь постоянно в модельной среде, постоянно просматривая видеоролики, фотоматериалы, форумы. И я просто для себя их отметил, и мне кажется, оно стало настолько массовым, что стоит задуматься, нужно ли в таких массовых масштабах оно применять и просто повсеместно используется. Видео будет не то, что там конструктивная критика, кто-то со мной не согласится. Фото, которые я буду использовать в дальнейшем, это представлено сугубо для иллюстрации, то есть это не критика самой модели, а это просто иллюстрация то, чего я говорю. Поэтому если автор, чью фотку я заимствовал, увидел ее, не стоит обижаться. Я не работу критикую, я просто показываю тенденцию, которую эта работа демонстрирует. Видео будет, как я уже сказал, критика будет не то чтобы конструктивная, это будет скорее похоже на такое брюзжание старого деда. И немногие с этим согласятся. Я думаю, имею право озвучить, там будете согласны или не согласны, уже напишите в комментариях. Третье место я даю тенденции, которая присутствует тупо везде. Я ее наблюдаю буквально каждый день, и я не могу сказать, что меня она там раздражает или вызывает какие-то там негативные эмоции. Я просто каждый раз наблюдаю эту тенденцию, я каждый раз для себя отмечаю, вот опять ее применили. К реальности она имеет небольшое отношение, в общем, не буду томить. Это когда делают автомобили, легковые, грузовые, это почему-то обязательно, вот просто вот как пить дать, обязательно нужно сделать какую-то дверь или капот другого цвета. Оно применяется вот просто везде. Лично я, так как я всегда сторонник реализма, я вот езжу по городу, я просматриваю разные фотографии, я вот буквально не могу вспомнить, когда я вообще видел последний раз какого-нибудь Жигуля, Зила или Урала с другой дверью или с другим капотом с другого цвета. По-моему, это вообще какая-то фантастика. У меня был случай в моей семье, у моего бати был Ford Sierra 86 года, и где-то в середине 2000-х перевозил он какой-то крупногабаритный груз, что конкретно я уже не помню. Модель была в кузове хэтчбэк, и, получается, положил в багажник крупногабаритный груз, захлопнул багажник, и груз оказался чуть больше, чем габариты машины. И, в общем, получилось так, что выбилось стекло. На разборке, так как машина была не особо распространенная, новых запчастей на нее, понятное дело, нету, сразу обратились, прибегли к разборкам. На разборках была задняя ляда, так ее называют, задний багажник вместе со стеклом. Стоил он на то время 1000 гривен. Новое стекло, не, ошибка, новое стекло как раз стоило 1000 гривен, а ляда со стеклом стоила 400. Понятное дело, что была выбрана ляда, просто заменили вместе со стеклом, и она была другого цвета. Вот это, наверное, единственный момент, когда оправдана замена кузовной детали на какую-то другого цвета. Со стеклом она оказалась дешевле. Также, возможно, это и с дверями, но двери на разборках, по-моему, не продают в сборе. На разборках их продают как раз в разобранном виде, потому что стекло отдельно, все отдельно продается, обшивка отдельно. К чему я веду? Это все были иномарки 80-х годов, а тут на Жигули какие-то там, на Зилы, какие-то там двери другого цвета, где находятся разборки Жигулей и разборки Зилов, лично я не знаю такого. В общем, многие авторы демонстрируют эту
технику, что обязательно, если машина какая-то побитая жизнью, вот просто как пить дать, на ней должна быть или дверь, или капот другого цвета. Как по мне, эта тенденция настолько примелькавшаяся, она настолько повсеместно применяется, что уже просто как-то даже местами несерьезно смотрится. Я, кстати, хочу мини-артовский Мерседес сделать в африканском стиле, то есть очень-очень сильно побитую машину. Возможно, там тоже будут заменены там, детали на какие-то другого цвета. Кстати, не вздумайте воровать эту идею африканского Мерседеса. Вот. Ну, в таких условиях, где дефицит запчастей, где африканские условия и машины эксплуатируют ну, просто до состояния уже там, я даже не знаю, как описать, но я думаю, вы знаете, как выглядят африканские машины, как их эксплуатируют. Но в наших реалиях СНГ не найти на Жигуля капот или не найти на Жигуля там крыло или дверь. э, Зачем покупать их на разборке, когда в любом продуктовом магазине на кузовных запчастей на них просто масса. Ну, то есть нелогично, нереалистично. Я не вступаю обычно в споры, когда там, не, я когда-то писал про то, что ну, на Жигуля там было заменено и двери, и капот, и я написал, типа, ну а где вы вообще такое видели, и в каких это условиях должно было случиться, чтобы на Жигуле поменяли заднюю дверь и капот, ну типа, что случилось с тем Жигулем? Вот, меня там не поняли, в принципе, я тоже думаю, что не стоило там писать, но я просто для себя каждый раз отмечаю, что видя какую-то классную модель, вижу на ней замененный там капот на другого цвета, дверь на другого цвета, и опять для себя отмечаю, что снова опять применили эту технику. Она очень сильно примелькавшаяся, и мне кажется, гораздо больше мастерства можно показать, сделав побитую жизнью моделью, но без замены дверей. Вот такое мое мнение по этой тенденции, которая присутствует. Вторая тенденция, она, конечно, менее очевидна, но я тоже часто для себя отмечаю то, что ну, применяется повсеместно. Это вот почему-то, кстати, советская военная техника времен Второй мировой войны, если она в зимнем камуфляже, да и в летнем камуфляже, она в таком состоянии, как будто ее с какого-то постапокалипсиса достали. Она или где-то на дне болота лежали, ее достали и там привели в чувство и отправили воевать. То есть как же это правильно сказать, это даже не испанщина, это уже просто какая-то гипертрофированное загрязнение, там, ну, в общем, техника в таком состоянии, что она больше подходит для постапокалипсиса, и она тоже попадается довольно-таки часто. Ну, опять же, я еще раз повторю, я показываю, иллюстрирую фотографии, если я не критикую саму работу, техника исполнения очень хорошая, я просто показываю саму тенденцию, чтобы автора там не обижались на меня. Это я не работу вашу критикую, это я просто показываю, как выглядит тенденция, чтобы вы понимали. А работы я наоборот показываю, они технически исполнены очень хорошо. Так вот, тенденция такова, что технику часто исполняют в таком виде, как будто ее реально с дна болота достали. То есть я я много просматривал архивных фотографий, видео, фотоматериалов. В таком состоянии технику я советскую не встречал. Скорее всего, если бы кто-то довел технику до такого состояния, даже в условиях жесточайших боев, я думаю, что комиссаром он был бы ремнем отшлепан по пятой точке. Но все-таки, как ни крути, это армия, а не сброд. Как ни крути, внешний вид они все равно должны свой поддерживать, как и формы одежды, так и техники. Тенденция получается такова, что в угоду зрелищности страдает реализм. Я не спорю, что могла быть такая техника, но у меня всегда складывается ощущение, что она ну, даже близко не соответствует оригиналу, тому, которая была. Все-таки на архивных кадрах мы всегда видим более-менее сохранившуюся, ухоженную технику. То есть солдаты любили свою технику, они за ней старались следить, они ее не запускали до состояния какой-то брычки из села. Поэтому ну, тенденция, как, ну, во-первых, она и слишком часто уже стала применяться. И, во-вторых, она мало имеет отношения к реализму. Если человек стремится делать какую-то диорамку, то лучше все-таки пересмотреть архивные кадры, архивные фотоматериалы и просто посмотреть, как эта техника выглядела в тех условиях, в которые вы хотите ее воссоздать. Потому что вот этот практически постапокалиптический стиль,
мало имеет отношения к реальности. Если вы, конечно, хотите сделать какой-то арт-объект, где потренировать там массу всех своих там умений, всяких там смывочек жидкостей, там обдертостей, то почему бы и нет. Это не запрещено, это я как бы опять же свои мысли высказываю. Вот такая вот вторая позиция. И первое место я уже даже упоминал в каком-то из своих топов, ну и упомяну здесь, это тоже тенденция, она присутствует повсеместно, и она уже просто, если первые две, предыдущие две, это я просто как бы свое мнение высказывал, то вот это, которое я сейчас скажу, она просто уже в печенках сидит, она уже просто допекла до такой степени, что иной раз уже не хочется даже нигде не публиковаться, ничего нигде не смотреть, не читать. Это политизированность, это политота. У меня уже слов нету, как это все достало. Вот знаете, я даже оставлю здесь скриншот комментария с одного известного сайта. Просто поставьте на паузу и прочитайте. Ну, это про моделизм или это какая-то политагитка? Ну, если человек занимается моделизмом, выставляет свою модель, то, наверное, интересно читать про работу над этой моделью, про то, что его сподвигло на эту модель, какие он там трудности испытывал при работе с моделью, ну и тому подобное. Хорошие, качественные фотографии. Но читать там полюции не половозрелого подростка по этому поводу, ну, это мне абсолютно неинтересно. Кстати, этот комментарий и спор с этим товарищем, который абсолютно мне не товарищ, меня благодаря нему, ну не благодаря нему, ладно, благодаря самому себе, потому что я вступил в спор, и меня удалили с коробки, коробка.ру. Я там как бы присутствовал, особо не отсвечивал. Там, у меня, кстати, были там единственное место, где я хранил все свои фотографии моделей, которые были у меня собраны еще лет 10 назад. Вот. Но администрация этого сайта выпилила меня оттуда с идиотской формулировкой, причем нарушив собственные же правила. Ну, в общем, не о том. Я, может быть, когда придет время, запишу отдельные видео по этому поводу. Не то, что у меня там какая-то обидка или еще что-то. Я более скажу, это даже прекрасное было событие, потому что благодаря этой ситуации я твердо решил создать свой канал, потому что меня уже все настолько достало в вот этой модельной среде, вот эта накаленность, политизированность, у меня уже просто нервов не хватало на это все. Я создал свой канал, я зарегистрировался на англоязычных сайтах. Кстати, советую вам тоже на англоязычных сайтах меньше токсичности. Я выставлял там свои работы как советские, так и украинской техники, так и просто нейтральной немецкой техники. И ни одной вообще кривого слова про себя, не про себя, а про эти модели. То есть люди пытаются оценивать модель, они пытаются в ней видеть что-то хорошее. Даже если они не согласны с идеологией этой модели, они не прибегают к тебе, не расталкивают тебя локтями, не начинают рассказывать, что вот это было сделано не так, а надо было так. У нас очень токсичная среда в СНГ, ну, я имею в виду в модельной области. И вот эта тенденция, которая мало того, что и так напряженная ситуация в общении, так еще и вот эта политизированность, меня она настолько сильно вымораживает и доводит до такого состояния апатии, что мне даже слов сложно подобрать. Я сам с Украины, на этом канале никогда не будет появляться там техника с буквами Z и V английскими. Но, тем не менее, я не бегаю по всем ресурсам, не шарпаю за рукав и не начинаю рассказывать, что вот ты сделал там технику с Z, а нельзя так было. Сделал и сделал. Ну, как бы, я же не могу за каждым бегать и доказывать, но извините меня, когда эта техника сопровождается вот таким вот высером ну, полюцией просто какого-то подростка, у меня просто наступает апатия. Это настолько удручающая тенденция происходит. Я и сделал этот канал как раз для того, чтобы свои работы никуда не выставлять, не ждать там оценки, потому что, знаешь, сделаешь одну работу, набежит один лагерь ее захейтит, другую работу другой лагерь набежит захейтит. И меня это просто уже настолько достало, ну, я не первый раз призываю к тому, что типа оставьте свою политоту в сторону, вы занимаетесь как бы моделизмом, вы не занимаетесь там политической агитацией, превращение прекрасного хобби, которое позволяет расслабиться и отвлечься от всех этих повседневных дел, которые, ну, и событий, превращение его в одно из этих событий,
Ну, это просто кошмарная тенденция. Советую всем, кому так же самое, как и мне, достала эта излишняя политизированность, регистрироваться на англоязычных сайтах. Даже если вы не знаете английский, вы все равно там интуитивно на них разберетесь. В описании видео я оставлю ссылку на один из таких сайтов, на котором лично я присутствую, и у меня только самые положительные эмоции. Для ребят с Украины я советую, если вы еще присутствуете на коробке, советую с нее удаляться, потому что администрация там ну, совсем какая-то уже неадекватная, знаете, вводить правила, а потом эти же свои правила нарушать, потому что у тебя там политическая ориентация не такая. Ну, это очень странно. Всех остальных, таких же, как я, ну, я считаю себя и вменяемым, и адекватным, призываю вас просто не участвовать в этих всех политических срачах, заниматься моделизмом для собственного успокоения, удовольствия, для того, чтобы отвлечься от всех этих повседневных дней. Даже если вы делаете технику, посвященную украино-российской войне, то не снабжайте ее вот таким вот бредовым текстом, потому что, знаете, читать это все, ну, для чего, если можно открыть любую группу, посвященную этим событиям, и прочитать все то же самое. Просто зачем снабжать эти надписи, этими текстами свою работу? Мне непонятно. В общем, вот такое у меня получилось видео. В основном это брюзжание. Но благодаря своему брюзжанию, возможно, кто-то прислушается и действительно для кого-то это будет полезным. Ну, можете высказывать критику, если кому-то не понравилось, не согласны, проблем нету. Если критика конструктивная, я ее всегда принимаю. В остальном можете дополнять, какие еще тенденции вы уловили, какие тенденции вы еще чувствуете. Модализм, он как бы достаточно такой обширный, он много направлений имеет, много веяний, тенденций. Вот я для себя вот эти три, наверное, самую первую, которую я для себя уловил, это вот эти двери разноцветные. Это так часто стало применяться, и это так давно стало применяться, что я даже еще не было канала, я для себя решил, что я когда-нибудь об этом скажу. Но знал, что если я это просто напишу где-нибудь в комментарии, со мной не согласятся. В принципе, так оно и получилось. Всем пока, спасибо за внимание, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, критикуйте, дополняйте, может быть у вас какие-то есть свои соображения по этому поводу, может вы еще какие-то тенденции уловили. Ну, тенденции те, от которых бы стоило отказаться, или же вы считаете, что все, что я тут рассказал, это какой-то бред сумасшедшего. Если в конструктивной форме можете это все писать, проблем нету. Воспринимаю любую критику, если она в адекватной форме написана, а не просто как... Все, всем пока, спасибо за внимание.